История, связанная с этой подводной лодкой, намного мрачнее, чем можно было представить, и мы погрузимся в таинственные последние моменты на борту. Открывали эксперты. Оставайтесь с нами и удивитесь масштабу раскрытых тайн. Во время судебных слушаний 16 сентября 2024 года общественности представили первые снимки обломков батискафа «Титан». Эти кадры были получены при помощи специализированного дистанционно управляемого оборудования спустя 4 дня после аварии. Представители береговой охраны США показали фотографию, где видно хвостовую часть судна, застрявшую на дне океана на глубине свыше 12 тысяч футов. Кроме того, участникам процесса продемонстрировали анимированный видеоролик, воссоздающий траекторию движения субмарины от начала ее спуска до момента прекращения связи. В официальных комментариях подчеркивается, что эти материалы служат неоспоримым свидетельством катастрофического происшествия. Погружение батискафа началось 18 июня 2023 года в 9 часов 17 минут утра с палубы корабля Polar Prince. Во время спуска наземная группа периодически поддерживала контакт с командой «Титана». При этом связь временами прерывалась, а с борта субмарины передавались сообщения о временных сбоях в работе систем. Около часа спустя после старта погружения экипаж сообщил, что ситуация стабилизировалась. Тогда же с батискафа сбросили 2 балластных груза. После этого связь оборвалась окончательно. В тот момент «Титан» уже достиг отметки в 10 978 футов. По данным следствия береговой охраны США, этот эпизод стал последним успешным контактом между «Титаном» и судном поддержки перед полной потерей связи. Главный инженер батискафа «Титан» Тони Нисон признался, что отказался участвовать в управлении судном и погружении, объяснив свое решение недоверием к команде, нанятой компанией OceanGate. Помнил случай, когда во время испытательного погружения на Гавайях в субмарину ударила молния, что потенциально могло нанести ей ущерб. Еще раньше, в 2019 году, Нисон отменил экспедицию к «Титанику», предупреждая руководителя компании Стоктона Раша о палатках в работе аппарата. «Я туда не пойду», — сказал тогда Нисон. Тем не менее, по его словам, Раш продолжал настаивать на скорейшем запуске батискафа. С подобным давлением столкнулся и другой экс-сотрудник компании Дэвид Локридж. Он поделился историей о том, как руководитель OceanGate пренебрежительно отозвался об установке спасательного оборудования на борт батискафа, назвав это лишней тратой средств. Локридж показал Рашу и другим членам правления комплекты аварийного обеспечения, включающие защитные средства, запасы пищи и воды, которые могли бы обеспечить выживание экипажа в случае чрезвычайной ситуации. Раш прошел мимо меня вместе с другими руководителями и сказал: «Мы не будем устанавливать все это на «Титане», — вспоминает Локридж. Специалист подчеркнул, что «Титан» рассматривался как экспериментальное судно, которое не прошло достаточного количества тестов и могло представлять угрозу для пассажиров. Его беспокоило также присутствие на борту обычных туристов, не имеющих опыта работы с подводными аппаратами. Я знаю, что согласно идеям Стоктона, любой человек сможет стать пилотом, тренировавшись с игровым контроллером. Но это далеко не так», — заключил Локридж в своем выступлении на суде. А если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки, компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Тим Каттерсон, сотрудник OceanGate, находившийся на борту судна Polar Prince в момент трагедии, выразил мнение, что разгерметизация батискафа могла произойти вдоль линии крепления блока с иллюминатором к корпусу, а не из-за разрушения самого окна. Он полагает, что пассажиры не подозревали о надвигающейся опасности. Люди на борту даже не догадывались, что может случиться. Хочу подчеркнуть, что никто из них не испытывал мучений. Они ожидали увидеть «Титаник», когда все произошло, добавил Каттерсон. Он также отверг предположение, что сброс балласта перед аварией мог указывать на экстренную ситуацию на борту и попытку экипажа быстро подняться на поверхность. Вместо этого Каттерсон выдвинул гипотезу, что балласт был сброшен для замедления движения батискафа при подходе к «Титанику», чтобы обеспечить максимально мягкий контакт с океанским дном. На борту были 2 миллиардера. Я думаю, что Стоктон хотел сделать все идеально. Родственники погибших, однако, убеждены,
что пассажиры осознали неизбежность катастрофы в последние моменты своей жизни. В августе 2024 года семья погибшего французского исследователя Поля Анри Наржоля, участвовавшего в последней экспедиции на Титане, подала иск против производителя батискафа, компании OceanGate. Семья требует компенсацию в размере не менее $50 миллионов, утверждая, что пассажиры испытывали страдания, зная о своей скорой гибели. Признают, что команда Титана наверняка осознавала происходящее. Система акустической безопасности, вероятно, оповестила бы их о трещинах в углепластике под огромным давлением, что должно было заставить пилотов сбросить балласт и попытаться прекратить погружение. Из иска следует, что члены экипажа, скорее всего, поняли свою участь, пока еще оставались в живых. Первое погружение батискафа состоялось в 2018 году, и разработчики заявляли о его абсолютной надежности и беспрецедентном уровне комфорта для экипажа. Несмотря на это, конструкция аппарата сразу вызвала критику. Сотрудник OceanGate Дэвид Локридж составил доклад, в котором указал, что «Титан» не прошел должного числа испытаний и представляет собой потенциальную угрозу для пассажиров. Компания подала на Локриджа в суд и впоследствии уволила его. Клиенты, оплачивавшие путешествие, не были проинформированы о том, что миссия носит экспериментальный характер. Позднее 38 экспертов, среди которых были исследователи глубин и океанографы, направили письмо исполнительному директору OceanGate Стоктону Рашу, предостерегая его, что методы компании и отказ от традиционных проверок могут привести к трагическим последствиям. Вопрос о том, какие чувства испытывали пассажиры батискафа «Титан» перед трагедией, также вызывает споры. Один из сотрудников, находившихся на борту судна Polar Prince, сомневается в версии о разрушении иллюминатора. По его мнению, пассажиры не осознавали приближающейся гибели, так как события развивались стремительно, и никто на борту не испытывал страданий. Однако родственники погибших придерживаются иного мнения. Полагают, что участники экспедиции осознавали свою судьбу, когда давление на большой глубине начало повреждать батискаф. Экипаж пытался сбросить балласт, но уже понимал, что шансы на спасение минимальны. Именно такие выводы содержатся в иске с требованием финансовой компенсации, поданном семьей погибшего французского путешественника Поля Анри Наржоля. Напомню, что батискаф «Титан» направлялся к останкам легендарного «Титаника» в Атлантическом океане. Аппарат пропал с радаров 19 июня 2023 года. На его борту находилось 5 человек. В поисках участвовали 2 самолета и 2 военных корабля. Среди пассажиров «Титана» были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, основатель OceanGate Стоктон Раш и опытный исследователь подводных глубин Поль Анри Наржоле. Обломки батискафа были найдены 22 июня. Предварительные данные указывали на то, что аппарат был уничтожен взрывом на глубине около 12,5 тысяч футов. Береговая охрана США подтвердила гибель всех находившихся на борту. Эксперты предполагали, что смерть участников экспедиции наступила мгновенно и без боли. OceanGate – американская частная компания, расположенная в городе Эверетт, штат Вашингтон. Она специализировалась на предоставлении подводных аппаратов с экипажем для туристических, промышленных, исследовательских и разведывательных целей. Основателями компании являются Стоктон Раш и Гильермо Сен-Лейн. Компания была создана в 2009 году. Компания первоначально приобрела подводное судно Antipod's, затем разработала собственные модели Cyclops-1 и Titan. В 2021 году OceanGate начала предлагать туристические поездки на Титане к месту крушения Титаника. Стоимость участия в такой экспедиции в 2022 году составляла $250 тысяч с человека. Крушение батискафа «Титан» стало первым трагическим инцидентом в истории коммерческих погружений за последние 35 лет. Эта авария привела к официальному закрытию компании OceanGate 6 июля 2023 года. Вскоре после инцидента ее дочернее предприятие OceanGate Expeditions также прекратило свою работу. После этого на сайтах OceanGate появилось уведомление о том, что все исследовательские и коммерческие операции приостановлены. Никакой информации о том, возобновила ли компания деятельность, в сети нет. Однако вряд ли не появится кто-то другой с такими же амбициозными целями заработать на Титанике, пока его еще можно увидеть.
Несмотря на трагический исход с батискафом «Титан», американский миллиардер Ларри Коннор намерен совершить новую экспедицию к обломкам «Титаника». Ранее он уже прославился своими экстремальными приключениями, включая погружение в Марианскую впадину и участие в первом туристическом полете на Международную космическую станцию. Коннор решил избежать ошибок своих предшественников, выбрав для своего путешествия двухместный батискаф «Тритон» 4000-2 Abyssal Explorer. Этот аппарат прошел официальную сертификацию и способен безопасно опускаться на глубину до 13 тысяч футов, что делает его гораздо надежнее, чем судно, использованное OceanGate. Стоимость такого батискафа составляет $20 миллионов, однако конкретные цены и сроки предстоящего погружения пока остаются неизвестными. Режиссер Джеймс Кэмерон, известный своими неоднократными погружениями к обломкам «Титаника», заметил удивительное сходство между событиями, произошедшими в одном и том же месте сначала в начале 20 века, а теперь в наши дни. В обоих случаях, очарованные мощью современных технологий, владельцы судов и богатые пассажиры пренебрегли необходимыми мерами безопасности. До обнаружения обломков Кэмерон уже понимал, что батискаф невозможно спасти, и обсудил эту тему с российским океанографом Анатолием Сагалевичем, который, как и он, был знаком с подводником Полем Анри Наржоле, находившимся на борту «Титана». Многие в нашем сообществе были крайне обеспокоены этим батискафом, и ведущие инженеры-глубоководники даже писали письма в компанию, предупреждая, что их действия слишком экспериментальные и нуждаются в сертификации. «Меня поражает сходство этих событий с катастрофой «Титаника», — отметил Джеймс Кэмерон. «Титаник» затонул ночью 15 апреля 1912 года, унеся жизни около 1500 человек. Это событие остается одной из крупнейших морских катастроф в истории человечества, уступающей лишь военным трагедиям. История «Титаника» продолжает волновать ученых, исследователей и авантюристов по всему миру. Судно окутано мифами и теориями заговоров. О нем написано множество книг и снято немало фильмов. Долгие годы искали место его последнего упокоения. Поднятые с морского дна артефакты стали культовыми объектами. Теперь рядом с подводным мемориалом «Титаника» покоится и батискаф «Титан», словно символическое напоминание о том, что природа беспощадна и сурово карает за высокомерие. Роберт Баллард, исследователь, обнаруживший обломки «Титаника» в 1985 году, первым человеком, кто исследовал останки корабля с использованием батискафов и подводных роботов. Проведя 2 экспедиции и совершив более 30 погружений, Баллард в 1986 году заявил, что больше не планирует возвращаться к «Титанику». Как и Джеймс Кэмерон, Баллард является членом Нью-Йоркского клуба первооткрывателей, основанного в 1904 году. Во время одного из своих погружений он оставил на носу «Титаника» табличку с просьбой оставить судно в покое. Однако «Титаник» так и не остался в покое. Различные группы исследователей и энтузиастов неоднократно посещали место крушения, а французские специалисты даже подняли с морского дна несколько сотен артефактов. Позднее место крушения было объявлено мемориалом, и подъем предметов с него был официально запрещен. Тем не менее, поскольку «Титаник» находится в международных водах, полностью контролировать активность вокруг него невозможно. Другой член Нью-Йоркского клуба первооткрывателей, Ричард Герриот, ставший первым космическим туристом и посетившим МКС в 2004 году, сказывал, что только после погружения к «Титанику» он действительно осознал всю опасность стихии. В процессе погружения к «Титанику» я впервые почувствовал реальную опасность. Мы оказались под кормой и наблюдали за обломками, когда неожиданно столкнулись носом батискафа с самим кораблем. Вода стала мутной. Мы потревожили руины, и нас внезапно прижало ко дну. Это мы и узнали правду о мерах безопасности. Ведь выяснилось, что независимо от того, сколько балласта мы сбросим, нам никогда не удалось бы выбраться на поверхность сквозь обломки корабля. Мы не смогли бы запустить воздушный буй, отправить радиосигнал. Нам было невозможно связаться с внешним миром, и нас нельзя было обнаружить под кормой. Да, я думал, что это может стать моим концом, вспоминал Ричард Герриот. Зловещая атмосфера окружала «Титаник» еще задолго до его строительства и спуска на воду. Примером этому служит греческая мифология, откуда были заимствованы названия как «Титаника», так и «Титана». В ней олимпийские боги побеждают могущественных титанов и низвергают их в морские глубины. Можно ли рассматривать трагические судьбы 2 судов с похожими названиями как наказание океана за человеческую самоуверенность, или же причиной произошедшего стала простая ошибка, усиленная неблагоприятными условиями, остается вопросом для размышлений. А на сегодня это все. Всем пока-пока.